Всем привет, с вами Андрей. Сегодня хотел бы рассказать, как именно скачать. Получается, у людей возникают вопросы, говорю сразу, это 9-й Android, если у вас возникнут вопросы. На других версиях Android может быть что-то по-другому. Собственно, NetHack, это Play Market, как говорится, кнопочка «Установить», процесс пошел установки, 0.100 установилось. Нажимаем кнопку Play, собственно, даем разрешение на редактирование, введите имя. Имя мы просто пропишем тест, чтобы у вас просто было более-менее понятно. Сегодня я хотел бы просто поговорить о том, по управлению. Вот вы начали играть, собственно, с чего начать и так далее. Нам не важно, какой класс, потому что также вам дают выбрать расу, но нам она также в данный момент не важна, как и половую принадлежность, то есть пол мужской и женский. Нам также это не важно. Вас приветствует речь, приветственная речь, так называемая. Собственно, какая у вас цель игры? Найти амулет Эндора и его вынести на поверхность. Вот, собственно, вы зашли. У нас, например, в данный момент благочестивая женщина, дворф, археолог. Не суть важно, не важно, как называется, факт в том, что не важно, кто у вас будет. Собственно, как настроить, как управление и так далее. Заходите в первую очередь в меню. У вас оно присутствует. Вы выбираете Tileset. Собственно, у меня в данный момент стоит Tileski. Вы можете выбрать любой другой, будь то этот. В общем, выбирайте любой сет, кроме последнего. Последний сет выбирать не стоит, потому что это уже так называемый пользовательский сет. Это, в общем и целом, если у вас есть какой-то отдельный сет, которого здесь нету, вы можете его отдельно впихнуть, но оговорюсь сразу, чтобы его впихнуть, не забудьте, чтобы на тайлсете присутствовали статуи. Это очень важно, потому что у вас тайлсет не будет правильно отображаться. Выбирайте тайлсет любой, неважно какой. Я оставлю в данный момент ASCII текущий. Тайлсет не важен. Выбирайте, собственно, full screen. Это отображение и меню навигационный бар. Это отображение вверху, чтобы верхняя, собственно, исчезла и нижняя полоска исчезла. Я обычно играю с нижней, поэтому ставим, собственно, галочку сюда. Настраивание под кнопки громкости больше и меньше, собственно, что необходимо для игры. Я обычно не редактирую их, потому что я считаю, что они нужны будут для, дальше. Они пускай свою функцию выполняют, нам они особо не нужны. Собственно, как и следующую панель, Travel меню, я также ее не настраиваю. Потому что, считаю, что она тоже в данный момент не актуальна. Фиксация меню, она тоже не нужна, галочка, она остается. Мономод – это, собственно, увеличение, вот вы сейчас можете увидеть, шрифт уменьшился. Но если мы повернем, то есть развернем на 90 градусов, грубо говоря, у нас шрифт увеличился. А если мы отключим моно и поставим, то у нас шрифт уменьшится. Соответственно, двигаемся дальше. Просто мне так удобнее. Статус-бар, я, честно говоря, до конца так и не понял, что это, но факт в том, что в данный момент он отключен, но пускай будет отключен. Это, собственно, редактирование и четкость и границы карты. Вот, например, у нас в данный момент 50 она. Мы сейчас поставим, грубо говоря, например, вы можете посмотреть по краям карты, у нас еле видная полоска. То есть так называемый прямоугольничек. Самый-самый вокруг нее. Если мы, например, поставим 0 ее, то есть поставим 0 и еще раз откроем карту, вы увидите, что полоска исчезла вокруг карты. Собственно, таким вот образом можно посмотреть. Лучше поставить, чтобы она присутствовала, потому что, это более просто удобно. Мы добрались до самого основного, что вам нужно будет, собственно, чтобы ваш персонаж не тыкать пальцем, а ваш персонаж ходил именно по одной клетке, в какую сторону вам угодно. Вы подключаете, собственно, первая галочка — это
портретная, то есть так называемая, как сейчас у нас отображается. Вторая — это ландшафтная. Собственно, это если мы повернем, она вот, собственно, появилась. Вот. У нас уже, в принципе, она появилась, нам уже осталось ее немножко отредактировать. Возвращаемся в предыдущее меню и смотрим. Нам нужно посмотреть, где она будет присутствовать. Я рекомендую низ, правая сторона, но вы можете, конечно, под себя настроить. А, собственно, опять же, в портретный и, собственно, ландшафтный. То же самое ставим, чтобы она была, когда вы будете выходить, она была внизу с правой стороны. Собственно, вот, уже мы, как говорится, можем ходить, как нам удобно, там по одной клеточке именно. Это очень важно, именно по одной клеточке ходить, потому что в бою не всегда удобно маневрировать. А вот по одной клеточке это все прямо очень удобно. Вы ходите и не заморачиваетесь. Так называемый наймлок он называется, собственно. Вот. Продолжаем, собственно. Вам также, возвращаемся в предыдущее меню, вам также может понадобиться, собственно, отредактировать его. Собственно, вот эта графа, она дает ему так называемый цвет. То есть она будет либо белая, либо практически прозрачная. То есть, например, сейчас значение 30 выставляю, и мы видим то, что она в черный цвет превратилась. Собственно, значение от нее не поменялось, но она превратилась в черный цвет. Вот, мы возвращаем цвет, чтобы у нас он был белый. Следующая графа, она ставит ее размер. Собственно, цифра плюс, как говорится, 10, она увеличивает размер, а минус 10 она уменьшает размер. Ну, например, плюс 10 поставим, чтобы вы имели представление, собственно, обратите внимание, какая она большая. Опять же, в ландшафтном она выглядит примерно так же, то есть... что очень удобно. Вот, продолжаем, заходим обратно в меню. Как говорится, с управлением в этом вопросе вы разобрались. По крайней мере, двигаться вы умеете вправо-влево. Ну, собственно, эту галочку можно особо и не ставить, она вам особо и не нужна. Вот, продолжаем дальше. Следующее вам нужно настроить в командные панели. Собственно, это следующее, как говорится, под меню. Вы видите то, что у нас присутствует стандартная панель. Стандартная панель, вы на нее нажимаете. Это, собственно, первые два пункта, которые мы уже говорили, это активация ее, просто в так называемой галочке до включения ее. Они должны стоять, если вы играете в портретном, собственно, галочка в портретном, если играете в ландшафтном, то есть альбомный режим, альбомный. Собственно, они должны стоять обе. Название, собственно, как панель называется, ну, стандартную панель, я думаю, не стоит менять. Ну, конечно, можете под себя подменять, как удобно. И, собственно, сами кнопки. Все команды пишутся через пробел. То есть вы написали команду, пробел, следующая команда, команда, пробел, следующая команда. Редактировать ее просто берете, нажали, например, знак вопроса. Ну, это, конечно, плохой пример, но все же. Вам нужно, например, что-то стереть, например, тот же знак вопроса, и, например, добавить его. Либо, не знаю, написали пробел, следующую команду, ну, грубо говоря, тут я не вижу, например, команды поиска S. Нет, она есть. Но факт в том, что тут большинство команд присутствует, поэтому сложно подобрать какую-то команду конкретно, которая здесь не присутствует. Например, команду S. Собственно, мы видим то, что после знака вопроса у нас команда S появилась. Вы подтверждаете, собственно, и смотрите, отматываете обратно и смотрите, после знака вопроса появилась команда S. Как узнать, собственно, какие вам нужны команды? Ну, какие именно буквы вам нужны, какие не буквы. Вы можете посмотреть у меня. Я в самом начале прикреплю скриншот, чтобы вам было более-менее понятно. Также она редактируется, собственно, с текущего меню, то есть даже не заходя туда, вы можете, если знаете, какие команды, вы можете просто добавить и добавить отсюда. Но вам главное добавить начальные, так называемые команды. Ну, ее можно удалить, если это необходимо. Собственно, первое, это редактирует
собственно, саму команду вы можете менять как угодно, ставить, например, P, не знаю, ну неважно. Факт в том, что как вы ее назовете, факт в том, что она должна функционировать именно как команда. Также команды можно посмотреть, собственно, решетка и знак вопроса. Вы нажимаете, и у вас прописаны, здесь будут команды, какие присутствуют. Ну, здесь именно команды прописаны, не клавиши. Чтобы какие вообще есть команды, собственно, какие, что они, собственно, обозначают. Чтобы посмотреть именно команды, ну, именно по клавишам она идет, вы, собственно, нажимаете знак вопроса и лист команд. Вот у вас, собственно, присутствуют команды. Вот они все по буквам, которые и, собственно, их описание. Что необходимо, вы можете поставить, продублировать, и у вас, собственно, получится. Ну, например, не знаю, например, MN через, ну, название, грубо говоря, монстра. Вот, собственно, мы берем, нажимаем MN, название монстра, собственно, большая буква M-M. Так называемое название монстра, если бы у нас было бы, вот, например, назовем, не знаю, нажимаем MN. Ну, это плохой пример, но факт в том, что это одним словом, это команда, которая использует специальные абилити, если вы превращены в форму. Например, в форму, не знаю, того же ликантропа или так далее. Вы можете, например, призывать монстров. Ну и так далее. Но факт в том, что это не самый удачный пример. Либо, например, команду, грубо говоря, Z маленькая, либо Z большая. Это две разные команды. Например, Z маленькая, это дает вам палочки. Если они у вас присутствуют, вы можете ими пользоваться. Вам выпадает список. Если у вас присутствует Z большая, например, вы можете пользоваться заклинаниями. Ну, если они у вас также присутствуют, и вы их можете кастовать. Собственно, нам говорят, что мы не можем присутствовать, у нас не может это. Проще всего, конечно, точку с запятой для примера привести, чтобы вам было более понятно. Собственно, вы выбираете, пикаете на объект, и вам показывают, что это, собственно, вы и так далее. Я думаю, с добавлением в текущую строку... по поводу остальных клавиш, ну, собственно, вот эта клавиша, ну, сложно сказать, я ей обычно не пользуюсь. Новая команда, это, собственно, дубликат команды, вы просто прописываете ее, и дальше можно заполнять строчку. Собственно, добавление клавиатурной команды, добавление меню команды, это, в принципе, не нужно. Почему? Потому что, ну, исключение, если вам нужно перенести вот эти вот клавиатуру. Клавиатура и меню — это первые две кнопки, собственно, меню, и, собственно, сама вот клавиатура — это трехэточие. Вы их можете перенести и так, если вам это неудобно. И, собственно, remove, ну, удаление так называемой команды, просто убираете ее из текущего списка, она исчезает. Обратите внимание, просто ничего нету. Также вы можете настроить ее, собственно, визуальная составляющая, то есть она будет темнее, светлее и так далее, как вам удобно. И также вы можете настроить ее размер, собственно, больше, меньше. Собственно, двигаться, как говорится, вы умеете. Вот, двигаться, как говорится, мы умеем. Теперь нам нужно научиться остальным командам. Ну, собственно, чтобы делать команды, берем следующую панель, активируем ее. Например, портретный и ландшафт. Ну, я обычно две галочки ставлю, чтобы они были более удобно смотреть. Берем, например, прописываем вверх. Можно даже на русском здесь прописывать. Тут регистр не важен. Вы для себя пишете это. Вот, прописываем две команды. Ну, грубо говоря, например, Z, пробел, маленькая Z. Ну, грубо говоря, я, к примеру, приведу команды. Собственно, прописали их. Теперь, где они будут находиться? Вверх это у нас топ. Собственно, прописываем топ, и у нас она присутствует. Собственно, чтобы она была видимой и была, как говорится, цвета одного. Это так называемый выбор цвета.
Вы можете под себя его индивидуально настроить. Это выбор размера. Собственно, как говорится, больше 0 это у нас больше размер, меньше 0 меньше размер от текущего. Собственно, настроили. Переходим обратно и видим то, что у нас сверху появилось, в самом-самом верху появилось, собственно, 2 команды. Поворачиваем, например, на монорежим и видим то, что она у нас здесь присутствует. Собственно, ну, опять же, по палочкам это получается не актуально, по заклинаниям тоже у нас персонаж не маг, не палочник, грубо говоря. С этим, я думаю, мы разобрались. Собственно, также ее, собственно, можно и вниз поставить, и вверх, как вам будет удобно. Например, в тот же низ поставить, чтобы вам было более понятно и наглядно сделать. Собственно, поставили вниз, она присутствует. Можно добавлять и другие команды, которые необходимы. Например, новая команда, не знаю, тот же самый, не знаю, грубо говоря, не знаю, так называемые двоеточия. Собственно, поставили двоеточие, это, собственно, смотреть под себя команда. У вас она также присутствует. Можно прописывать так, можно прописывать через... Главное вам задать команду. Вот, по основным, в принципе, командам пробежался, по панелям тоже. Чтобы отключить панели, собственно, вам нужно просто убрать галочки. И панели сами по себе исчезнут. То есть вы обратите внимание, что панелей больше нету. А также, что, вот как говорится, вы начали играть, и вам, собственно, понадобится, ну, может, не в первую очередь, просто потыкайте на кнопки, потыкайте, посмотрите, что каждая кнопка означает. Вот, например, что означает одна кнопка, вот, например, клавиатурная кнопка, кнопка меню, это 2 основные кнопки, которые у вас. Решетка, это команды, все, которые присутствуют у вас. Собственно, 20S это 20 ходов подождать. Обратите внимание, у нас T10 в данный момент вверху. Нажимаем 20S, и у нас, собственно, ходы немножко перемотались. Но она перемоталась даже почему-то меньше. Но факт в том, что это около 20 ходов перематывает. Исключение, если только что-то произойдет, например, вы проголодаетесь, появится монстр и так далее. Если что-то будет происходить, то тогда вы, скорее всего, будете ожидать меньше ходов. Но принцип-то тот, что именно количество ходов, собственно, пропусканием. Точка – это пропуск по одному ходу, да, двоеточие – это посмотреть под себя, точка с запятой – это, собственно, смотреть на какой-то конкретный объект. Запятая, собственно, это поднять предмет. Е – это одна из основных команд, это просто еда, то есть eat. D – это команда drop, собственно, вы можете что-то либо дропнуть. Команда R – это читать, то есть если у вас есть что читать, читать можно свитки, книги. Z, как я и говорил ранее, это палочки. Z большая, это заклинания, если они у вас присутствуют. Q это команда, ну, drink, так называемый, то есть вы ее можете через нее пить зелье, которое у вас присутствует. Либо не только зелье, но факт в том, что вы можете пить, например, фонтаны и так далее. Команда T, собственно, это, если не ошибаюсь, это кидать что-то конкретное. Ну, например, я через эту команду обычно в питомцев еду кидаю. Команда Fight это, собственно, тоже кидать, но это кидать уже тем, что у вас в квикере стоит обычно. По крайней мере, я именно так пользуюсь. Команда V это взять в руки, что вам необходимо.
ну, точнее W, то, что взять вам в руки то, что необходимо. Либо освободить руки, это вот первое, либо что-то взять в руки. Ну, у нас в данный момент в руках получается кнут и кирка. Собственно, следующее X — это менять местами руки. Собственно, вы можете заметить, если нажмете на команду И, инвентарь так называемый, у нас поменено. Теперь у нас в руках взята в основную руку кирка и кнут на не основной рукой, то есть мы бьем. Команда Е — это команда Engrave, собственно, это вы будете писать. Писать можно как палочками, так и пальцем. Пальцем, конечно, менее эффективно, но все же. Команда LBRed в основном пишется. Вы, конечно, можете что угодно написать, но факт в том, что надпись может стереться. Q, собственно, так называемый квикер, это ваш колчан, что вы, собственно, ваш колчан, в котором, например, вы, лучник, грубо говоря, у вас есть лук. И вот в этом колчане лежат стрелы. Их и надо именно сюда класть. Вот. Команда P, собственно, используется для одевания бижутерии. Это, например, кольца, амулеты и так далее. Команда R я использую для снятия бижутерии, но ее также можно использовать для снятия всего остального. Но я ее по-другому использую, но факт остается фактом. Команда W большая — это одевание экипировки, если она у нас присутствовала бы. А команда Т — это, собственно, снятие экипировки. Вот, например, у нас есть легкий жакет, легкая курточка и шапка Фендора, например. Снимаем шапку. Вот мы, например, нам пишут, что мы сняли шапку, и через команду W мы одели шапку. Команда 0, я, честно говоря, редко ей, наверное, пользуюсь. Я не знаю, что это за команда. Надо будет погуглить. Продолжаем, собственно. Это команда kick, следующая, апостроф и d. Апостроф и t — это вся история, которая у вас присутствует. Вот, вся история, которая у вас присутствует вообще в целом. То есть, что вы делали, что вы не делали и так далее. Идем дальше. Собственно, по основным командам. Команда А — это команда Апле, это взаимодействие с вашими инструментами. Это одна из основных команд, которые вы чаще всего будете пользоваться, если будете играть. Команда А большая — это так называемое массовое снятие. То есть вы, например, можете массово снять. У нас, например, одето много армора, грубо говоря, 2 штуки. Мы можем ее экстренно снять. И, как говорится, сбросить ее. То есть, если мы сейчас посмотрим на инвентарь через кнопочку И, мы увидим то, что у нас ничего не одето в данный момент. А для того, чтобы одеть, нам нужно опять нажать команду W большая и, собственно, одеть все обратно. Не всегда вещи в последовательности одеваются. То есть, например, если вы одеваете плащ и бронежилет, то сначала одеваются именно бронежилет, а потом одевается плащ. Но не в обратной последовательности, потому что вам просто плащ не даст. Вам скажут, нужно снять плащ для того, чтобы одеть бронежилет. Вот. Команда Т — это, скорее всего, телепорт, но он недоступен в данный момент. Нам говорят, что у нас нет такого спелла в данный момент. Опять же, спелл нужно найти. Эта команда не самая, скажем так, постоянная. И, во-первых, нужно найти спелл. А во-вторых... нет, это не спелл, наверное, это отпугивание нежити. Но факт в том, что... нет, про спелл бы нам, наверное, сказали. Но факт в том, что у нас нет этой, поэтому команду можно, в принципе, удалить.
она здесь не нужна. То есть remove, например. Большая буква D — это массовый дроп, очень эффективно. Например, пришли вы на алтарь груженные, и вам нужно все предметы прозвонить. Нажимаете Alt-Tip, ОК, выбираете Alt, так называемый, чтобы галочки на все ставить. И нажимаете ОК, она все дропает. Чтобы увидеть то, что она все дропнула, не дропнула, вы просто смотрите на решетку и видите то, что у вас в ногах все лежит, собственно, весь ваш инвентарь. А ваш инвентарь через команду И, вы на него смотрите, сейчас я его найду, вот, вы его смотрите и видите то, что, да, одетые вещи, они с вас не дропнулись, потому что, ну, вы их не сняли. А чтобы, собственно, обратно поднять, можно нажать центр на вашем нампаде, так называемом, и просто все alt-типом поднять. Собственно, продолжаем дальше. Команда F. Ну, я, честно говоря, не знаю, что это за команда. Не пользовался ей, у меня она не прописана. Она, видимо, какая-то странная команда, но не суть важно. Факт в том, что не все команды, видимо, полезны. Команда Pay. Это для покупки в магазинах используется. Крайне эффективная команда. Без нее, по сути, вы, наверное, даже и не сможете играть. То есть вы набрали предметов, ну, любой предмет, грубо говоря, вы подняли, и когда пришли к торговцу. И если у вас определенное количество монет есть, вы можете его оплатить. Но в данный момент у нас 0 монет, мы оплатить его не сможем. Собственно, следующая команда Apostrophe-X — это ваши статы, ну, так называемые характеристики, атрибуты, как угодно назовите, которые, собственно, у вас прописаны в данный момент. Тут показаны не все атрибуты, которые, чтобы узнать расширенную версию своих атрибутов, можно выпить зелье просветления. Оно идет... Ну, его, во-первых, нужно сначала опознать, потому что если вы его не опознаете, вы, скорее всего, не сможете выпить. Но факт остается фактом. Либо юзануть у артефакт-монаха глаза потустороннего мира, они называются, если не ошибаюсь. Это дает вам постоянный эффект просветления. Potion называется, сейчас я вам подскажу. Enlightenment какой-то. Сложное название, в общем, он называется, одним словом, это просветление. Если переводить на... Это получается Potion, если вы открываете прайс-идентификацию по ценам, это у нас получается 5-й уровень Potion. Ну, я его очень часто открываю, вы можете посмотреть в одном из прошлых видео по этой игре и увидеть его. Собственно, характеристиками, я думаю, мы разобрались. Это одна из основных, куда вы чаще всего будете залезать. И, собственно, команда Apostrophe 0 — это ваш текущий этаж, ну и, собственно, общая карта вообще всего данжа. Он показывает, как ваш текущий этаж, где вы находитесь в данный момент. Мы, например, на первом этаже находимся. И остальные этажи, которые у вас, собственно, присутствуют. Возвращаемся, как говорится, к командной панели, чтобы вам было более понятно. Собственно, вот эти две галочки ее активирует панель. Собственно, на команды вы можете прописывать, что вам необходимо. Еще раз пробегусь по управлению, чтобы, возможно, вы не поняли или поняли. Просто еще раз повторю, возможно, люди не до конца поняли. Собственно, основная команда, которая вам нужна, когда вы только-только зашли, это включение так называемого элемента шагов. То есть вы его, собственно, проставили вот тут вот галочки в портретный либо ландшафтный режим. Это либо альбомный, либо не альбомный, смотря какой у вас проставили, где он будет стоять по
как вам объяснить, по месту на вашем экране, то есть вверху, внизу, в центре и так далее. Опять же, портретный либо ландшафтный, проставили его, выставили, собственно, цвет, не цвет, видимость его, невидимость, выставили его размер, и все, собственно, тут оставила, эта уже галочка не актуальная. Также вам понадобится командная панель. Командная панель, чтобы ее, собственно, также проставили галочки на нее, активация портретного ландшафтного, прописали ее название, обязательно название пропишите. Даже если вы, неважно, как ее напишите, факт в том, что просто будет присутствовать название. Прописали буквы, которые на ней будут стоять. И, собственно, прописали, где там она на топе, там в боте и так далее. Факт в том, что вы прописали, где она стоит, и она, собственно, стоит. Вот, я надеюсь, я доступно попытался объяснить про управление. Да, немножко другой формат, потому что я обычно снимаю на другом устройстве, но факт в том, что вам было более понятно, чтобы я с нуля вам это показал с момента скачивания, чтобы вы могли именно это увидеть. Ладно, я думаю, мы на этом будем заканчивать. Скриншот своего управления я прикреплю в начале видео. Собственно, что вам было более или менее понятно. По крайней мере, если у вас есть желание, вы можете похожие сделать. Если нет, то ну нет, так нет. Делайте, как говорится, по-своему. Вот, ладно, всем спасибо, всем пока.